Охо, мои золотые, вышла в прямой эфир, чтобы хотя бы частично попытаться объяснить, что происходит на тонком плане. А на тонком плане происходят очень странные вещи. Как будто мы сейчас одномоментно существуем в двух мирах. Один очень светлый, очень красивый, очень звенящий, очень радостный, новый и живой. Знаете, вот тот живой, когда растения прям на рассвете, вот они покрыты росой, вот весь воздух живой, ну прям живое-живое пространство. И другое, наверное, тот, который мы объективно видим, но в тонком плане он соткан из искусственных таких прутьев, и идет слово ложь, ложь, ложь. Сознание получает очень много ложной информации. И это прям технология. Прям не просто, знаете, ложь и вранье. Там прям так искусно это сконструировано. Маги отдыхают. Я так понимаю, что это спецслужбы разных организаций. Это прямо, ну я бы сказала, магические конструкции. Они искусственные, но поданы таким образом, что сознание откликается. Оно попадает туда и попадает прям в ловушку. Поэтому есть ощущение, что новости вообще нельзя смотреть, потому что это технология. Вы не можете защититься, понимаете? И когда оно туда попадает, оно начинает видеть мир через искаженные реалии и не осознает этого. То есть вот мы видим мир вот таким, мы видим реальность вот такую, мы ситуацию вот так вот воспринимаем. Но это в чистом виде сознание, которое попало вот в эту вот искусственно созданную конструкцию, и через нее смотрит мир, и оно все искажено, все неправда. Это вот таких две реальности. Для того, чтобы попасть вот в ту первую, нужно прямо опуститься глубоко в сердце. И там ее найдет каждый. Это когда тут весь этот ужас, а в сердце по какой-то причине спокойно, да, и ум такой говорит, что за бред, да, это глубочайшая защита, что ли. Но действительно, только через сердце, через глубокое погружение можно уйти от этих технологий. При этом адресата у него нет. Я видела, что кто только не понаплетал эти конструкции. И если мы слушаем новости, если мы пытаемся воспринимать информацию через аудиальный канал, через зрительный, через то, что мы думаем, мы попадаем вот в этот вот мир. И только через глубокое погружение в сердце мы попадаем вот в этот вот другой мир. У меня есть предположение, что это то, что мне показывали, к чему меня готовили на протяжении нескольких лет, что будет две реальности, что будет просто вот одна земля и другая земля, одна реальность и другая земля и реальность, и будет какое-то отделение, знаете, вот копия, только непонятно кто кого, или две версии. На одной версии событийный ряд пошел вот так, причем там очень жесткая кибертизация, чипирование, а на другой версии начался золотой век. И прямо сейчас уже этих две версии готовы, и идет какое-то их распачковывание, идет какое-то их рассоединение. Ключевой фрактал этого славянская душа. Славянская мать собирает сейчас свое полотно, собирает своих детей. Мне показывают, что есть славянские души в славянских телах, есть неславянские души в славянских телах. Есть славянские души вне славянских телах. То есть душа как будто имеет свою ID, максимально, это у меня связь, на какой-то частоте света, максимально очищенный там, от чего-то, от каких-то дополнительных примесей. И вот это души славы. Их еще называют высшее православное, но с
православной церкви это не имеет никакого отношения, хотя отчасти, возможно, православная церковь, как держатели, по крайней мере, они получают этот благодатный огонь. Или я тоже православная, аж не раскрещивалась. И у меня все болит, хочу снять из себя кожу, волосы, вообще странные такие ощущения я проживаю. Так вот, да, хочу вернуться. Пытаюсь со связью как-то договориться. Сейчас успокоюсь. Я-то в отеле, все должно быть нормально со связью. Так, поехали. Славянская мать будет своих детей. И это через сопричастность, милосердие, созвучие, сопереживание, то есть идет резонанс. Я прям видела вот сердце и сердце, и такое в себя гляделка. Знаете, когда одно и то же сознание смотрит из глубины сердца в глубину сердца другого и узнает сестру вот в виде этой души, а потом говорит, это же я, такая в себя гляделка, вот прямо из глубины сердец, вот такая формируется связь. И поэтому славянские души, я сказала, в неславянских телах могут быть, поэтому все на планете, все. Да, есть огромное количество людей, которым до нас нет никакого дела, но есть огромное количество людей, которые по непонятным для них причинам переживают, молятся, плачут. То есть иностранцы некоторые не понимают, что происходит. Равно, как и среди русскоязычного населения, есть очень много жестоких, закрытых, несочувствующих. Это не славянские души. Я понимаю, как это все сейчас звучит, с учетом нашего знания, что мы, в принципе, ДНК причисляем исключительно физическому телу, а не частоте вибрации. Так вот сейчас в квантовом мире вот эта частота «мать будет своих детей», славянская мать будет своих детей. Мы с Бартой работаем круглосуточно. Мы обновляем рабочие зоны, не знаю, может быть, даже сейчас по 2 раза в сутки будем обновлять, потому что меняются частоты. Мы не записываем новых там музыки или нового вступления, открытая ссылка, просто люди заходят и со слова мы начинаем. Что нужно, чтобы каждый понимал, что он туда заходит как ретранслятор. Он в этот момент не просто для себя там какую-то делает работу по подпитке вот этих новых спектров, а по раздаче. Он такой Wi-Fi. Эти спектры очень-очень необходимы для вот этого пробуждения, для просыпания, для того, чтобы видеть ложь, чтобы ее чувствовать сердцем, чтобы не отзываться на это. Знаете, вот на эту информацию отозвался, на эту нет. На то, чтобы, в общем, чтобы вся вот эта работа произошла. Потому что при всем этом ужасе мы продолжаем получать информацию, что все правильно, все хорошо, все по плану, не заденет того, кого не должно это задеть, постараться максимально отстраниться от страха и от Массацанги. Ребят, мы дали открытые ссылки, пораздавайте их родным, близким. Не знаю, просто пусть закрывают глаза и сидят. Просто это как новое дыхание, это как прямо оттуда сейчас будет заливаться, уже идет новый свет, и люди будут видеть этот свет, и люди будут его ощущать, люди будут, вход там. Теперь я понимаю, почему сказали, что атма сатсанги — это подарок высших для современного человека в соответствии с тем временем, в котором он будет проходить. Я думаю, это просто, знаете, там пробуждение, активация, да, но сегодня это как кислородная маска. Сегодня это как возможность вдохнуть из того мира, откуда мы родом. Сегодня там наша мама, наша мать, славянская мать. Это огромнейшая светоносная структура, родившая вообще всех Ра света, всех богов света, все яги, все. И мы, как души, частички этого мира, частички ее. И пусть эта метафора, может быть, у вас как-то по-другому сложится, как-то по-другому вы будете это понимать. Но я видела все это. Единственное, что я думала, что это будет через год, что это будет следующей весной. И я немножко по-другому это себе все представляла, как будет это пробуждение. Я думала, что сейчас 24.04 зайдет спектр, и за этот год потом будет вот этот переход, рассвет настоящий, звучащий. Нет, это происходит прямо сейчас.
И на Украине сейчас сконцентрировано огромное количество внимания политического, экономического мира. Про нас все знают, и мы как будто в центре такого фокуса внимания, в центре того, что происходит. И да, мне показывали, да, что рассвет, золотой век пойдет через Киевскую Русь, через Киев, мать городов русских, как это писал Вещий Олег, который говорил, что это будет новый Иерусалим света. Я пока не очень понимаю, как все это будет происходить, как все это будет двигаться, но я точно вижу, что то, что я челленговала и получала на протяжении 3 лет, прямо сейчас это происходит. И сам инструмент, конечно, это ужасен, но если он должен был быть вот таким, и по-другому способа нету, и только так нас можно разбудить через эту боль, через эту поддержку, через вот это мужество, через вот это все. Вот. Поэтому сердцем с вами. Это ужасно находиться вдалеке. Я понимаю, как ужасно находиться там, но вы не представляете, насколько ужасно просто списываться с родными каждых 5 минут. Ведь ты не можешь ничего делать. Мы делаем свою работу. Все у нас будет хорошо. Извините.